Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. Сегодня я покажу, как сделать вот такую гроздь рябины. Берем самые тонкие палочки термоклея и нарезаем их маленькими бочонками. Вовнутрь каждого бочонка вставляем проволоку почти до конца края, но не протыкая клей насквозь. Аккуратно нагреваем наш бочонок из термоклея над свечой и крутим в руках. Пока наш бочонок не превратится в шарик. Чтобы долго не ждать, пока шарик затвердеет, не сидеть и не дуть на него, можно взять чашку с холодной водой и просто окунуть его туда. Тогда клей быстро затвердеет. Так делаем все ягодки. Всего их мне понадобилось 30 штук, но можно их сделать и больше, можно и меньше. Для того, чтобы ягодки покрасить, разогреваем утюг на двойке и размешиваем на нем оранжевую масляную пастель и термоклей. Я ягоды красила разным оттенком, или чисто оранжевым, или в какие-то я добавляла немного красного цвета. Берем ягодку и наносим на нее цветную массу со всех сторон с помощью зубочистки. Все излишки обратно убираем на утюг. Чтобы поверхность выровнялась, мы нагреваем ее зажигалкой и крутим ягоду в руках.
Обязательно дожидаемся, когда ягода опять затвердеет. Не торопитесь. Так окрашиваем все ягоды. На конце рябины есть черная точка, звездочка. Ее мы будем рисовать углем. Берем зубочистку, поджигаем ее, задуваем и быстро рисуем точку. Потом разогретой иголкой рисуем 5 маленьких лучиков. Стараемся, чтобы в них тоже попал уголь, и они стали черными. Вот такие звездочки получаются. Их надо сделать на всех ягодках. Этими ягодами уже можно украшать любой букет. А для того, чтобы сделать гроздь, берем по 6 ягод и с помощью тейп-ленты соединяем их. Сначала по 2 вместе. А потом соединяем в пучки по 6 ягод. У меня получилось 5 пучков. Сейчас можно их скрутить все вместе. Гроздь готова. Добавляем к ней листья рябины, которые вы уже знаете, как делать. На всякий случай ссылку на мастер-класс, как сделать листья рябины, я оставлю в описании к видео. Все скрепляем тейп-лентой и любуемся. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте пальчик вверх, задавайте вопросы, если что непонятно. И на этом все. Всем пока-пока
и до новых встреч!